Пацаны, привет! В этом видео поделюсь опытом и расскажу и покажу, как правильно калибровать стрелки на приборной панели. То есть при замене, допустим, трафарета, конкретно эта панель интересный экземпляр тем, что здесь неправильно откалиброванные стрелки. Я вам чуть-чуть попозже покажу более крупным планом. То есть здесь менялся трафарет, видимо, по какой-либо причине. И люди не знают, как правильно калибровать стрелки. Скорее всего, калибровка делалась на машине, но на машине это неправильно. То есть тут показания будут недостаточно корректные. Также еще я где-то встречал, что кто-то калибрует вот этот датчик уровня топлива на полном баке, но это глупости. Я вам сейчас все покажу и расскажу наглядно на этой панели. Для начала мне необходимо будет разобрать панель. Отдельное видео есть по разбору. Передо мной панель. В таком виде удобнее будет вам ее калибровать. Можно, конечно, верх снять, но это ерунда получится, то есть кольца. Смотрите, здесь на задней части панели есть контакты. Панель будет подключаться к первому 23-му. Первые 23 контакты это плюс 12, 24 рядом здесь. Не перепутайте, посмотрите, здесь подписано. Это масса. Здесь, смотрите, видите, вот такая вот калибровка, то есть здесь так выполнено было, то есть трафарет здесь мили на километры, то есть такой, возможно, с целью того, что машина в некоторых регионах ездила, где мили и километры пересекаются. Это удобно, в принципе. Итак, сейчас я панель подключу. Вот панель заработала. Будете калибровать, как бы выключите динамик, бывает писк надоедает, и как бы это такой долговатый процесс на самом деле по поводу калибровки. Смотрите, сейчас панель как бы ожила, и все сервоприводы должны стоять по нулям. Смотрите, пока не забыл, вот эта вот стрелка калибруется на единицу. Вот так вот она должна быть. Вот так вот приблизительно, смотрите. Вот это при включении будет на 0 стоять. Вот это при включении вот так вот чуть-чуть. Это также вот чуть-чуть. Так же, как и это. И вот это. Это на 0 калибруется, вот это. Вот это вот так вот чуть-чуть. Итак, по калибровке. По калибровке я вам рекомендую использовать что-то быстрое, как сказать, чтобы панель была постоянно подключена. И на батарею какую-нибудь ее подключать и выключать. То есть, смотрите, я вам сейчас для примера покажу. И надеюсь, что здесь сервоприводы не сорваны. Кстати, сейчас по сервоприводам я вам подготовил примеры. Так, по примерам. Крестик, значит, это неисправный сервопривод. Этот исправный. Вот так вот сделаем. Левый неисправный, правый исправный. Смотрите, что происходит. Когда вы будете калибровать панель или высовывать стрелку. Вот так вот хорошо видно. И вот смотрите вот сюда. Вот в это место.
Видите, вот этот сервопривод неправильно, он прокручивается. Ну так долго можно крутить, в принципе. Вот этот вот паз, видите, штекер, он как бы на своем месте, то есть здесь ничего не сдвинулось. Вот это исправный сервопривод. Смотрите. И стрелка выкрутилась. Здесь резьбы нету, чтобы что-то крутить, но по факту она вышла, то есть с сервопривода. Также и здесь будет, если здесь что-то сорванное, потому что я не проверял, я просто разобрал панель, будет немного ерунда. Вот смотрите, я просто сейчас стрелки вот так вот выставлю. Нормально там все. То есть все стрелки возвращаются на свое положение. Теперь начнем калибровку слева направо. Вот видите, стрелка здесь немного приподнялась. Но нам надо сделать ее, выставить, чтобы она вот на этом месте на единицу заходила. Тут могут быть так, что я не смотрел, сервоприводы разные на плате. Вот здесь видно больше единицы. Я вам сказал, это долгий достаточно процесс вот так вот сидеть и точно калибровать панель. Ну вот, попал. Видите, сейчас стрелка стала ровно на единицу. Далее вот переходим к этой. Ну вот смотрите, я вам сразу скажу, видите, как вот эта вот стрелка сделана, как у меня. То есть она ровно стоит на единицу. Вот здесь у вас также вот должно стоять, когда панель включается. Ну а здесь, смотрите, здесь в баке уровень топлива. То есть вы можете, сами поставить, вот когда у вас вот так вот ровно будет стоять, то есть топливо у вас реально закончится, когда стрелка вот так вот ровно ляжет. То есть в баке уже ничего не останется. И, допустим, датчик, когда вам пора на заправку, там, когда у вас 18 литров остается, там по-разному пробег выдает, где-то в районе 100 километров. Датчик у вас будет где-то вот так вот выбивать. Это реально будет вот так вот. И, соответственно, стрелка у вас будет на полный бак вот так вот ровно становиться. То есть реально ровно, если вот так вот ровно будет становиться полный бак, если вы сделаете, когда у нас будет вот так вот калиброваться, как здесь стоит сейчас. Эти на нули должны выходить все по спидометрам, здесь тахометр. Ну это я вам тоже сказал. Вот это смотрите, наглядно показываю. Ход запоминайте, как приблизительно становится стрелка. Видите, она совсем не намного поднялась. Тут стрелку надо намного поднять. Сейчас перелет.
Ну вот, на 0 вышла стрелка, то есть тахометр и спидометр у вас должен вот так вот по нулям быть. Это будет нормально откалибровано, ну, панель вот так вот, да. То есть сейчас эта панель нормально откалибрована. Вот здесь единственное, я бы чуть-чуть поправил. Здесь может быть на вот 1 миллиметр буквально стрелка чуть-чуть выше. То есть посередине, здесь чтобы она 0 выходила. И это будет, то есть нормальная рабочая панель по калибровке. Я вам полностью показал, как калибруется панель на этом видео. А вот здесь что-то экрану походу хана, или скорее всего платье. Смотреть надо, почему здесь хана, почему здесь я заметил экран частично перестает работать. Посмотрим ради интереса попозже. Эта панель, какие вам запчасти нужны будут, с нее будут продаваться по запчастям. Ссылку можете посмотреть под видео, я туда скину, где можно купить какие-либо запчасти от панелей. Показываю, какая же причина на самом деле была, почему здесь стрелка была смещена и вот эта вот стрелка была смещена. То есть отогнули трафарет вот таким вот образом. И сюда герметика напихали. Здесь чек, ошибка двигателя. То есть машина была проблемная и продавалась уже, то есть без проблем, то есть без чека. Я изначально просто внимания не обратил. Когда панель подкидываешь, то есть нормальная панель, когда включаешь панель, вот эта вот лента, она вся должна гореть. То есть если по какой-то причине вы вставили ключ зажигания и чек не горит на ран, когда первое положение зажигания, то вот чек у вас в машине, то есть или в машине, которую вы хотите купить, или приборка, то есть здесь или что-нибудь заткнуто, или вот такая вот ерунда. То есть вот это вот делается чисто для лохов. Любой нормальный специалист, подготовленный, имея сканер, он вам там столько ошибок найдет в этой машине. То есть по факту машину без диагностики, вот с такими вот умельцами, смотреть нечего. Экономив там пару копеек, можно попасть на большие проблемы. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.